Всем привет, друзья! Сегодня жарю открытые и закрытые домашние беляши. К беляшам буду подавать горячий куриный бульон. Беляши с горячим бульоном отлично согревают, насыщают, и мир вокруг нас становится намного добрее и приятнее. Ну что, давайте готовить. Сначала приготовим тесто. Тесто у меня будет дрожжевое. В глубокую чашу наливаю 500 мл теплой воды. 2 столовые ложки сахара. 1,5 чайной ложки соли. Как только кристаллы соли и сахара растворились, добавляю сюда чайную ложку лимонного сока. Лимонная кислота. Можно использовать лимонную сухую кислоту, пол чайной ложечки. Добавляю 1 яйцо. И 50 мл растительного масла без запаха. 42 грамма сырых дрожжей. И вот сейчас перемешиваю до тех пор, пока не растворятся дрожжи. Добавляю 800 грамм просеянной муки. Замешиваю тесто. Тесто нужно будет вымешать еще на столе. На замес теста мне понадобится еще 100 грамм муки. Я использую муку высшего сорта, по-немецки она называется Instant Mehl, Typ 405, doppelgriffig. В приготовлении дрожжевого теста очень важно иметь муку хорошего качества, дрожжи, и водичка должна быть теплой, не горячей, потому что в горячей воде дрожжи погибают. Соблюдать вот эти вот все нюансы, и тесто получится очень хорошим, удачным. Вот посмотрите, слегка липнет, но не прилипает к перчаткам. Тесто мягкое. Тесту нужно будет дать отлежаться. Чашу смазываю небольшим количеством растительного масла. Укладываю тесто.
накрываю полотенчиком, так, чтобы тесто сверху не заветрилось. Для приготовления мясной начинки мне понадобится килограмм куриных грудок. Мясо можно использовать любое: свинину, говядину, баранину. Мясо нарезаю кусочками. Курицу нужно будет пропустить через мясорубку. «500 грамм лука нарезаю мелко. Лук нужно будет обжарить. В беляши можно также добавить сырой лук, но мне больше нравится обжаренный. Тогда они получаются такие очень нежные и сочные по вкусу. Сырой лук дает хрустинку и горчинку в фарше. Тогда лучше перекрутить его на мясорубку. Если вы не любите лук и вам не нравится видеть его в фарше, тогда рекомендую даже обжаренный лук пропустить через мясорубку. Ну, я считаю, что в беляшах, в начинке должен быть виден лук. Без лука беляши это уже не беляши. Я беру, значит, килограмм мяса, и на килограмм мяса у меня идет 500 грамм лука. Обжаривать лук буду в большом количестве растительного масла. Растительное масло придаст сочность фаршу, так как куриная грудка сухое мясо. Лук обжариваю до мягкости. В процессе обжаривания лука добавляю столовую ложку сахара. Сахар придаст сочность мясной начинки и совсем не будет чувствоваться. Начинка не будет сладкой. Присаливаю где-то чайную ложечку. Пока обжаривается лук, подготовим куриный бульон. 3,5 литра холодной воды отправляю в курицу. Курицу промыла. Сюда же отправляю репчатый лук вместе с кожурой, шелухой. Перышко зеленого лука. Черный перец горошком. По вкусу солю. И ставлю на плиту. Приготовленный бульон буду украшать зеленью лука, петрушки, укропа, морковку и 2 зубчика чеснока. Зелень нужно будет мелко порезать.
Вот так, когда вместе нарезаешь зелень, она очень быстро соединяется и получается такой волшебный аромат, смешанный укропа, петрушки, зеленого лука. Можно добавить также сюда кинзу. Это дело вкуса, кому что нравится. Морковку натираю тонкой полоской. Чеснок нарезаю очень мелко. В готовый фарш добавляю остуженный обжаренный лук. По вкусу солю. Добавляю черный перчик. Натираю 2 зубчика чеснока. Вымешиваю фарш. Если фарш получился густой, то для сочности можно добавить еще немножко холодной воды. Я добавляю немножко холодной воды, студеной водички. Тогда фарш получится особенно сочный. Тесто готово к работе. Посмотрите, какое пушистое, воздушное оно получилось. Рабочую поверхность припыляю небольшим количеством муки. Беру кусок теста и раскатываю в пласт. Вырезаю круги. Есть несколько способов разделки теста. Это для меня самый удобный. Каждый кусочек теста подкатываю. На середину лепешки укладываю мясную начинку и защипываю края. Я сначала буду выпекать закрытые беляши.
На середину лепешки выкладываю мясную начинку и защипываю края, собираю в узелок. Вот получается такой беляшек. Перед тем, как положить беляш в разогретое масло, я его буду немножко приминать, для того, чтобы начинка равномерно распределилась по всему тесту. Беляши буду выпекать в большом количестве растительного масла. Масло разогреваю на умеренной температуре. Если масло разогреть на высокой температуре, тогда беляш сверху будет очень быстро зажариваться, а внутри останется сырым. С этим тестом очень легко работать. Посмотрите, оно совсем не липнет к рукам. Эластичное, мягкое. Готовность масла можно проверить с помощью деревянной шпажки. Если вокруг палочки собираются пузырьки, значит масло уже готово к работе. Приминаю беляш и отправляю в разогретое масло. Вот сейчас на умеренной температуре обжариваю с одной стороны до румяности, потом переворачиваю на другую сторону. Вторая партия беляшей будет открытая. Все делаю параллельно. Вот пока жарится первая партия беляшей, формирую вторую партию.
Вот это вот получается открытый беляш. Краешки защипываем. Вот так натягиваем серединки. И середину оставляем открытой. Защипываю края. А серединку оставляю открытой. Открытый беляш, закрытый беляш, от этого вкус беляшей не меняется. Но вот, к примеру, в открытый беляш пожаренный можно добавить для сочности мясного бульона. Залить уже в готовый беляш прожаренный мясной горячий бульон. И тогда они получатся такие невероятно мягкие, сочные, если дать им немножко отлежаться. На одной стороне беляши уже хорошенько поджарились. Переворачиваю на другую сторону. Обжаривала где-то около 5 минут. 4 минутки, наверное, с хвостиком. Температура при обжаривании должна быть одной. Первая партия беляшей готова. Открытый беляш укладываю отверстием вниз.
Открытые беляши также с одной стороны обжаривала где-то около 5 минут. Куриный бульон готов. Получился он прозрачный. Бульон обязательно процеживайте. По вкусу добавляю специи, соль, немножко остринки, перец чили, зелень, немного шафрана. По вкусу в бульон можно добавить немного уксуса или лимонной кислоты. Я не буду этого делать, у нас каждый сам себе в тарелку добавляет. Можно заправить черным перчиком. По вкусу добавить также лавровый листочек. Но лавровый лист в бульоне не оставляйте. Пускай он полежит где-то около 5 минут и потом вытаскивайте. Иначе вкус бульона испортите. Лавровый лист перебьет все другие ароматы. Накрываю крышкой и дам бульону хорошо настояться. Вторая партия беляшей готова. Дожариваю последнюю партию беляшей. Наши вкуснейшие блюда готовы. Беляши с пылу, с жару, горячие, с наваристым бульоном, с ароматом зелени. Это что-то. В бульон по вкусу я буду добавлять уксус. И молотую зиру. К беляшам можно подать свежие овощи. Мои дети любят с густым томатным соком. Давайте сейчас один отлежавшийся беляшек возьму и покажу, как он выглядит в разрезе. Посмотрите, мягкое, воздушное тесто, беляши очень сочные.
Беляш отлично пропекся. Прожаренное мясо. Очень ароматное блюдо. Непременно попробуйте, приготовите вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.